Село Вознесенка лежало между Александровском, существовавшим еще в царское время, и Соцгородом, появившимся в первую пятилетку. Еще тогда появились разговоры о том, что эти поселения будут срастаться. И центр Большого Запорожья планировался именно здесь, на Вознесенке. В 30-е годы тут планировалась стройная застройка и функционалистские доминанты. В 1941 году архитекторы Аль, Лебединский и Мороз разрабатывают новый проект. Со стороны соцгорода ансамбль открывают 2 семиэтажные башни. Фасады домов декорированы майоликой, а крыша устлана черепицей. Война нарушит эти планы. К застройке приступят только в конце 40-х. Дома с башенками будут построены 8-этажными и в измененном виде. Изменится и структура кварталов. Неизменной останется сталинская ансамблевая архитектура. Дома, построенные в конце 40-х, начале 50-х на Вознесенке, со стороны соцгорода, имеют штукатурные фасады. Более поздние дома будут иметь фасады, облицованные керамической плиткой. Начало 50-х – пик развития сталинской неоклассики. Именно тогда на Вознесенке строятся наиболее монументальные здания. Некоторые из них занимают в длину целый квартал. Дома оформлены в едином стиле. Фасады обогащены декорациями и облицованы керамической плиткой. На Соборном проспекте напротив друг друга находятся 2 монументальных здания. Одно из них строилось для Коксохима, второе для Запорожстали. Эти дома как будто вступают в диалог друг с другом. Оба имеют одинаковую ось симметрии и оба занимают в длину целый квартал. Но самое интересное – это брендирование. На фасадах присутствуют названия предприятий, выполненные буквами римского шрифта. Более того, среди лепного декора присутствуют названия улиц. Не предполагалось, что их когда-либо будут переименовывать. Ведь тоталитаризм – это о вечности, дома строятся навсегда, и названия улиц задумываются навсегда. ДК Днепровского электродного завода является частью большого жилого дома. Фасад этого здания решили почистить, и он в результате стал намного светлее, чем соседние части здания и чем остальные здания, которые находятся рядом на проспекте. В результате этот фрагмент здания стал чужеродным и смотрится как будто не настоящим. Но под налетом времени навечно остаются благородство и изящество форм. Но даже в самой пафосной архитектуре мы видим иерархию пространств. Чем меньшая значимость пространства, тем скромнее оно оформлено. Главный фасад дома важнее, чем дворовой и даже боковой. Именно поэтому в сталинках мы видим неравномерное отношение к пространству домов. Это хорошо видно на углах, когда одна стена облицована керамической плиткой и имеет монументальный карниз, а соседняя с ней не имеет никакой облицовки, виден только кирпич и кладка, имитирующая карниз. То есть 2 соседних пространства могут иметь разные роли в иерархии, и отсутствие декорации в одном из них не является недоделкой, это часть общего правила. Дом номер 153 интересен не только башнями, которые превращают его в ансамбль размером в целый квартал, но и тем, что этот проект архитектора Вегмана использован был 4-жды, из них 3 раза в Запорожье. Все 3 дома находятся на проспекте Соборном. Дом с башнями в Вознесенке, дом со скульптурами в соцгороде, 3-й такой же дом находится в Александровске. Такой же дом со скульптурами построен в Харькове. Первым и оригинальным домом этого проекта является дом в соцгороде, построенный еще в 1949 году и номинированный на премию лучшего дома года. Жилая застройка чередуется с общественной. Детские сады обычно ставят внутрь квартала. Школы тоже стараются не размещать на магистралях, там шумно. А вот более крупные здания размещают на магистралях, ориентируя их либо по оси квартала, либо напротив улицы, завершая таким образом ее перспективу. Электротехнический колледж, например, расположен по оси квартала. А здание Запорожского горсовета завершает перспективу бульвара Шевченко. Его, кстати, сооружали как строительный техникум, чья символика до сих пор остается на фасаде здания. Помимо главной оси Запорожья, проспекта Соборного, бывшего Ленина, внимание уделялось и второстепенным магистралям. Так, например, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Победы был построен 3-этажный дом с 6-этажной башней, которая задает композицию всему окружающему пространству.
Безымянная площадь на пересечении улиц Победы и Гетманской имеет вид полукруга. С другой стороны железная дорога. Полукруг же оформлен 3 домами, имеющими радиусные фасады. То есть 3 дома подгоняются под единую композицию, и один из них даже имеет башенку. Так что даже второстепенное пространство оформляется по тем же правилам иерархии пространства. Сегодня архитектура был в Запорожье на Вознесенке.